Так, вот мы довязали наш животик. Животик заканчиваем вязать в изнаночном ряду. И с лицевого ряда, когда достигли нужной длины спинки, начинаем формировать резинку. Так, вот эту петельку я сниму. Спицы я поменяла на полразмера меньше. Резинку начинаю вязать с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, вот у нас закончился ряд, и мы подошли как раз к местам, где у нас петельки идут редкими рядами друг за другом. Сейчас мы будем поднимать и провязывать петли. Вот мы последнюю провязали лицевой. Нам нужно поднять петельку между двумя вот этими петлями и провязать ее изнаночной. Что я буду делать? Я не буду поднимать вот отсюда. Можно, конечно, поднять вот отсюда и провязать изнаночной. Следующую опять лицевой, но смотрите, я их уже разворачиваю. Вот таким вот образом. Можно поднимать вот отсюда. И тоже провязывать с таким вот образом. Но у нас все равно здесь большое расстояние. Итак, находим вот эту ниточку между двумя петлями. Накидываем ее на левую спицу, провязываем скрещенной изнаночной, следующую, соответственно, лицевой. Если у вас рисунок сложился так, что здесь нужно провязывать лицевую, то накидываем наоборот, обратной стороной, и провязываем за заднюю стеночку, так чтобы эта лицевая была скрещена и не получалось дырочек. Итак, у меня лицевая провязана, мне нужна изнаночная. Петельки хорошо подтягиваем. Лицевая. Изнаночная. Вот у нас получается такой вот плотный ряд. Лицевая. Изнаночная. Так,
Вот мы подошли к животику. Так, лицевая. Ой, изнаночная, лицевая. Вот у нас все петли плотненько. Итак, дальше вяжем без подъема петель. Так, вот здесь вот обращайте внимание, как петли расположены на спице. То есть мы их, если петли перекручены, разворачиваем, если нет, вяжем так, чтобы петля смотрела ровно на вас. И вот мы здесь вот пропускали ниточку, я ее накидываю и провязываю вместе, чтобы она здесь не мешала. Эту можно оставить за петлей, можно провязать вместе, но тогда будет слишком толстенько. На тонких нитках можно все ниточки поднять и провязать вместе с петлями. А вот тут смотрите, так, вот я закончила, опять у меня закончилась лицевой. Тут уже у нас петли в другую сторону смотрят, но мы все равно поднимаем ниточку между петлями и провязываем скрещенной, ну, в моем случае изнаночной. Здесь уже лицевую не разворачиваем, она вяжется, как смотрим, за заднюю стеночку. Если у вас здесь наоборот изнаночная, потому что мы не считали количество петель на животике, то здесь вам надо, например, вы подняли петлю, которую нужно провязать лицевой. Ну, либо мы ее таким образом повязываем лицевой, чтобы она была перекрещенная, либо вот таким. Но я бы провязала вот таким вот образом, чтобы все петли смотрели в одну сторону. Так, ну у меня здесь изнаночная. Так, лицевая. Вот тут петли сильно натянуты, растягиваются. Изнаночная. Поэтому стараемся, чтобы изделие не свисало, если оно, как у меня, вот такое вот на крупную собачку. И лишний раз тоже не вытягивала петли. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Вот мы подходим к концу ряда. Вот я подняла изнаночную. Провязываю лицевую. И смотрю. У меня начало ряда начинается с лицевой и закончила я лицевой. Мне между ними нужно вставить изнаночную, поэтому я ее тоже подтяну. Если по количеству петель у вас все совпало, и вы закончили ряд изнаночной, продолжаете вязать по рисунку, начиная резинку с лицевой. Итак, вот мы подняли петли резинки. Дальше вот эту спицу я тоже поменяю на... Можно было это сразу сделать. На спицы меньшего размера. И вяжу резинку 1 на 1.